Лучшие российские часы 2020 года. Какие часы победили, как проходил отбор и какие еще были номинанты. В этом выпуске. Конкурс «Лучшие российские часы» регулярно проходит на форуме Watch.ru. И этот год не стал исключением. Хотя 2020 был не самым простым, тем не менее производители порадовали нас новинками. Так в конкурсе было заявлено целых 12 моделей часов. Абсолютный лидер среди номинантов «Восток». В конкурсе заявлено аж 5 разных моделей. 2 модели было заявлено от Петродворцового часового завода «Ракета» и 2 модели в конкурсе от Челябинского завода «Молния». Также в конкурсе участвовала модель «Буяла Факула», переиздание «Садко от Славы» и форумная лимитка «Маленький принц». По сути, свое предложение мог внести любой участник форума и предложить часы для конкурса. Голосование происходило в несколько этапов. Сначала отбирались модели-финалисты, а после среди них определяли победителя. И уже на первом этапе абсолютным лидером стали часы «Маленький принц». К сожалению, пандемия внесла свои коррективы и в этот проект. И в итоге часы были сняты с конкурса, поскольку финального образца мы так и не получили, хотя ждали до боя новогодних курантов. По условиям конкурса итоговый экземпляр должен был быть представлен именно в 2020 году. Таким образом, «Маленький принц», получивший абсолютное большинство голосов на первом этапе, выбыл из конкурса. Тем не менее, давайте на эти часы посмотрим, они действительно заслуживают внимания. За производство часов взялся уже известный своими лимитками Антон Яицкий. Это однострелочник с невероятно красивым циферблатом, имитирующим ночное звездное небо. Как видно из названия, часы посвящены произведению Экзюпери «Маленький принц». Сердце часов – отечественный калибр «Ракета» 2609. Корпус и некоторые элементы выполнены в Китае, но сборка будет производиться уже нашими мастерами. Проект получился действительно невероятно интересным, и я уже очень жду свой экземпляр. И как только он у меня появится, сделаю для вас полноценный обзор. Из основных фишек этой модели двухуровневый циферблат выполнен из авантюрина. Фигурка маленького принца и его планеты, двойное купольное сапфировое стекло. Лимит 300 экземпляров. Все они давно забронированы и уже есть огромная очередь ожидающих перепродажи. А теперь переходим к тем часам, которые все же были выпущены. И начинаем с модели, которая заняла последнее место в отборочном голосовании. Это женская серия «Восток Амфибия». «Восток Амфибия» уже давно стали легендами, и на этот раз представители прекрасного пола могут с удовольствием носить эти часы. Из основных отличий от классической версии – водозащита всего в 100 метров. В часы установлен отечественный механизм 2403 на 17 камнях, диаметр корпуса 37 мм. Модель выпущена в 2 цветах корпуса и нескольких вариантов циферблата. И, видимо, из-за количества проголосовавших девушек эти часы в конкурсе провалились. Следующий претендент также от часового завода «Восток». Модель 170-862. Новый взгляд на легендарного мужика в пузыре. В часах установлен калибр 2426.12, указатель времени в формате 24 часа и малая секунда у позиции 10 часов. В остальном все по классике амфибий. Корпус из нержавеющей стали, водозащита 200 метров, органическое стекло. Ничего кардинально нового, но мне визуально часы показались симпатичными. И если вы выбираете амфибию, присмотритесь к этому варианту. Следующий участник – одна из самых скандальных моделей этого года. Ракета Big Zero Malevich. Часы не то что необычного, а прям вызывающего дизайна. Отчасти это классика от ракеты, но с совершенно иным циферблатом. Здесь из камней воссоздана картина Казимира Малевича «Черный квадрат». Про эти часы отзываются очень по-разному. И вот что мне сказал руководитель ракеты Дэвид Хендерсон Стюарт. То есть наша цель не была делать красивые часы. Наша цель была делать очень абстрактные часы, которые вдохновляются картиной Малевича. Если интересно, посмотрите полную версию, ссылка будет в описании к этому ролику. В финал конкурса эти часы не попали. Все-таки модель, как говорят, не для всех. Следующая модель, представленная на суд часоманов, еще один представитель «Восток» в 170-м корпусе на механизме 2415. Многие узрели здесь пересечение с легендарными Panerai, и это придало модели универсальности. Что-то среднее между классическими часами и стандартной амфибией. Кажется, это прекрасный недорогой вариант для повседневного ношения. Мой вердикт: нужно брать. Жаль только, что, как и многие удачные модели «Восток», эти часы очень редко появляются в продаже. Двигаемся дальше. Молния Tribute 2.0.
на собственном механизме 3603. Часы классические, выглядят достойно, механизм отечественный. Что смутило меня, крупноватые размеры для костюмника. Часы выпущены в двух вариантах, с римскими и арабскими цифрами и с большой палитрой цветов. Эта модель была у меня на обзоре, полную версию можно найти по ссылке в описании. Следующую строчку занимает обновленный риф от Восток. Новинка получила внутренний вращающийся безель с 24-часовой индикацией, за которую отвечает дополнительная заводная головка. Обе они завинчиваются. Водозащита часов 200 метров. Механизм, как положено, свой. 24-26 с индикацией даты. Часы выглядят стильно, мне откровенно понравились. А для победы в конкурсе им явно не хватило литого браслета в комплекте и сапфирового стекла. Но тут оно минеральное. Мне кажется, риф это вообще одна из лучших серий амфибии. Напишите, что вы думаете про эти часы, ну а мы переходим к финалистам. Топ-5 лучших. По сути, каждые следующие часы достойны победы. Я отталкивался от финального голосования на форуме, своих предпочтений и, конечно же, вашего мнения. Спасибо всем, кто участвовал в голосовании на канале во вкладке сообщества. Что приятно, в этом опросе голосов получилось больше, чем в профильной теме форума. Вы лучшие. Итак, финал. 5 место. Молния Этюд. Мануфактурный калибр 3603. Сапфировое стекло, водозащита 50 метров. И, конечно же, новый корпус, который, на мой взгляд, придал часам особого шарма. Выглядит потрясно. Классическая цветовая палитра придает этим часам статусности. Они явно цепляют взгляд. Я впервые их примерил на выставке Moscow Watch Expo, где я пообщался с представителем завода. Если молния вам интересна, рекомендую посмотреть этот выпуск. По этим часам видно, что молния развивается, и мы явно увидим новые классные модели. Одно но, часы крупноваты. Но по словам представителя компании, работа в этом направлении ведется активно. На 4 месте переиздание легендарных часов Слава Садко. Из характеристик механизм 2427 с автоподзаводом, индикацией дня недели и даты. Минеральное стекло с сапфировым напылением и водозащита аж в 500 метров. Нырять на такие глубины в этих часах вы вряд ли будете, но если решитесь, на помощь придет и гелевый клапан, установленный в данных часах. Часы получились в первую очередь яркими, необычными. Конечно, есть и недостатки, и основной это цена. И тут нужно понимать, что модель в первую очередь коллекционная. Это часы для ценителей и никак не рабочая лошадка. На мой взгляд, модель получилась вполне неплохой. Мне удалось их примерить и пообщаться с представителем компании Слава. Не беря во внимание цену, часы получились хорошими, достойные места в финале конкурса. 3 место – часы Буялов Акула или Радиорубка 2. Это единственные часы в конкурсе, которые используют иностранный механизм. Здесь установлен калибр Seiko NH37A. Сапфировое стекло с антибликом и водозащита 200 метров. Мощные, броские, яркие, великолепная литая задняя крышка с изображением акулы, отличный голубоватый люм, хороший набор дополнительных функций в виде дня недели, индикатора 24-часового формата и внутренний вращающийся безель. Буялов – это главный дизайнер завода «Восток» и создатель всеми любимого магазина «Мираном», но с недавнего времени и основатель собственного бренда часов. Подробнее о нем и этих часах я рассказывал совсем недавно. И пусть здесь не наш механизм, надписи выполнены латиницей и элементы корпуса выполненные в Китае, часы зашли и достойно занимают 3-ю строчку в конкурсе. Серебро забирает Восток Припять. Лимитка для испанского часового форума. Да, друзья, не удивляйтесь, российские часы весьма интересны за рубежом. Из характеристик мы имеем механизм 2415, органическое стекло, водозащита 200 метров, антимагнитные. Вроде бы все стандартно, но фишка тут в циферблате. Он полностью покрыт люминофором и приятно светится в темноте. На задней крышке изображение Чернобыльской атомной электростанции и надпись «В память о тех, кто работал на общее благо». Идея часов великолепна, и очень жаль, что эта модель осталась совершенно недоступна для нашего рынка. Как уже сказано, часы выпущены для испанского форума, а я думаю, многие из нас эту модель с удовольствием бы приобрели.
И победителем в конкурсе «Лучшие российские часы» 2020 года становится модель Петродворцового часового завода «Ракета». Подводник «Леопард-24». Мануфактурный калибр 26-24А на 24 часа, сапфировое стекло, водозащита 200 метров. Часы посвящены атомной подводной лодке «Леопард К-328» и имеют в своем корпусе деталь из металла этой самой подводной лодки. Часы имеют очень яркий, харизматичный дизайн, в разработке которого принимал участие первый капитан «Леопарда». Стрелки и циферблат отчасти имитируют приборы управления подводной лодкой. Циферблат двухуровневый, нижний слой полностью покрыт люминофором голубого освещения. Часы в 24-часовом формате не всем удобны и привычны, но в данной модели это смотрится очень гармонично. Отдельно хочу отметить надпись на внутреннем безеле «1 из 300». Мне такая формулировка в лимитированной серии прям понравилась. В этих часах все сделано на высоком уровне и сделано, что важно, нашими мастерами. Но что касается цены, это отдельная тема. Полный обзор этих часов и о том, как их делают, можно посмотреть по ссылке в описании. А в данный момент просто хочу поздравить «Ракету» с заслуженной победой. И это не только мое мнение, это народное признание. Обязательно пишите, что думаете о победителях и конкурсантах, какие часы больше всего приглянулись вам, а возможно, какие-то из этих моделей даже украшают ваши запястья. Подписывайтесь на канал, впереди будет много новых часов и приятных историй. С вами был Виктор, спасибо за просмотр, до новых встреч. Пока.